Ночь, которую в России запомнят надолго. Сотни дронов прорвались к стратегическим объектам. Мощный удар по остаткам флота. ПВО бессильно, юг страны в огне. Неожиданный прорыв на фронте. Войска отступают с занятых позиций, Генштаб молчит. Путин сдал назад. Внезапная уступка Москвы. Кто напугал главу Кремля? Россияне вышли на первое место, но в крайне неприятном рейтинге. Закрытие границы для граждан РФ. О мобилизации в России пишут не только СМИ. Президент подтвердил сроки и масштаб, но есть нюанс. Об этих и других событиях к вечеру среды 12 августа. Среда, середина недели, и самое время собрать все главное к этому часу. В эфире «Нехта». Начинаем. Нет, это не праздничный салют. Ночь на юге России выдалась огненной. Только над Краснодарским краем, по словам местного губернатора, летели несколько сотен дронов. Под удар попал Новороссийск, Анапа, Геленджик, Темрюкский район. Как утверждает Вениамин Кондратьев, повреждены 4 неназванных предприятия. Украинские мониторинговые каналы сообщают о пожарах в районе нефтяного терминала Шесхарис, военной гавани Черноморского флота, которая является местом стоянки кораблей и подводных лодок, а также Новороссийского комбината хлебопродуктов, крупнейшего глубоководного зернового терминала страны. Позже появились сообщения о его полной остановке. Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна. В квартире холодильник открывается. Кроме того, по утверждению главы региона, поврежден 21 жилой дом, погибло 2 человека и еще 12 ранены. Позже стало известно, что Новороссийск с населением более 250 000 остался без горячей и холодной воды. Массированный налет БПЛА был и на оккупированный Крым. Тут возник ряд масштабных пожаров, но какие объекты поражены, пока неизвестно. Просто пожарные одна за одной. О том, что творилось сегодня в Новороссийске, написал сам Владимир Зеленский, назвав это уникальной операцией. Президент Украины подчеркнул, что это последний основной форпост российского флота в Черном море. Оккупационный флот и вся инфраструктура, обеспечивающая его деятельность, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия. Войну необходимо остановить, и все адекватные предложения для дипломатии на столе. А пока украинские дроны разносили традиционные места базирования Черноморского флота, Владимир Путин улетел на противоположный край страны. Товарищ Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, корабельный пункт управления Тихоокеанского флота к работе готов. День ВМФ России этот мастер геополитики вынужден был отмечать с позором во дворе питерского адмиралтейства на фоне нарисованной подводной лодки. Теперь организатор так называемой движухи забрался аж в Южно-Сахалинск, чтобы хотя бы тут поучаствовать в настоящих учениях, пока не тронутого украинскими ударами Тихоокеанского флота. В нескольких тысячах километров от европейских стран НАТО Путин погрозил им кулачком и пообещал ответ на захват судов теневого флота. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. Ну а вот о США хозяин Кремля промолчал. Возможно, Путину пока не докладывали, но как раз накануне стало известно, как Вашингтон поступил с 2 теневыми российскими танкерами, захваченными еще в январе. Но их просто продали на металлолом. Неожиданные новости с фронта. ВСУ продолжают контрнаступление на некоторых участках. Украинские защитники вышли к Мирному и Комару в Донецкой области. Французский военный аналитик Клеман Мален
сообщает, что бои идут на окраинах Комара. Ранее украинские бойцы переправились через реку Мокрые Елы и начали наступать сразу в двух направлениях. Сейчас Комар, по оценке аналитика, находится в серой зоне. Уверенно его не контролирует ни одна из сторон. Севернее Мирного ВСУ частично контролируют Поддубное. Остальные населенные пункты к северу, по данным Малена, находятся под контролем украинской армии, а за Воскресенку южнее Мирного продолжаются бои. Мирный и Комар российские войска захватили еще осенью 2025 года. После этого Москва пыталась создать здесь буферную зону на стыке трех областей, но контрнаступление ВСУ, начавшееся еще в феврале, теперь постепенно отбрасывает российские силы назад. Вова снова сдал назад. Кремль отпустил американского гражданина Роберта Гилмана, который находился в российских застенках с 2022 года. И сделал это после окрика из Вашингтона. Так это сформулировали некоторые СМИ, хотя Трамп написал об уступке Москвы в более уважительном тоне. Мы признательны за это решение, а также за то, что Россия никого не попросила взамен. Никакого обмена не было. По данным Reuters, решение Москвы последовало после того, как госсекретарь Марко Рубио лично потребовал его освобождения на переговорах с Сергеем Лавровым. Путин одобрил помилование якобы по гуманитарным соображениям. Гилман находился в тяжелом состоянии. Родственники и правозащитники сообщали о диссоциативном ступоре и кормлении через зонд. Около месяца назад его перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской клиники. По данным агентства, он вместе с матерью еще ранее вылетел в США на самолете Госдепа в сопровождении 4 врачей. Американец был задержан еще в январе 2022 года после якобы конфликта с полицейским в поезде Сухум-Москва. Позже срок ему увеличили до 7 лет из-за новых обвинений в конфликтах с сотрудниками колонии и следователями. А как такие дела умеют шить российские вертухаи, мы хорошо знаем. Еще в одном регионе России фактически началась необъявленная мобилизация. Как пишет канал «Осторожно, новости», в Омске мужчин начали задерживать прямо на улицах и, по словам родственников, под давлением заставлять подписывать контракты с Министерством обороны. Похожие облавы ранее фиксировали в Пензенской и Ульяновской областях, где мужчин задерживали на улицах, доставляя в военкоматы и, по данным правозащитников, принуждали отправляться на войну. А уже осенью такие облавы могут стать реальностью для всей России. План у Путина не особо сложный. Он хочет изобразить, будто россияне поддерживают войну. Как раз все партии, которые пока допущены, так или иначе против мира. И затем, после так называемых выборов, планирует дополнительную быструю мобилизацию нескольких сотен тысяч россиян до конца года, плюс еще столько же на следующий год. Кстати, Путину пора уже начать переживать. Зеленский уже и разрешение на майский парад в Москве выдает, и о мобилизации в России раньше ее главнокомандующего сообщает. А что дальше? В стране, которая формально является союзником Москвы, объявлен сезон охоты на прокремлевских пропагандистов. В Узбекистане вынесли приговор блогеру и организатору акции «Бессмертный полк» Азизу Хакимову, известному как Камрад Азиз. Его признали виновным в клевете, оскорблении и разжигании вражды. Наказание этого глашатая русского мира ждет серьезное – 4 года и 2 месяца колонии. Могло быть больше, но по статье о пропаганде войны блогера оправдали. Суд также постановил заблокировать телеграм-канал Хакимова. Сам блогер и его адвокат называют дело политически мотивированным, но при этом обжаловать приговор защита, судя по сообщению в телеграм-канале, не собирается. Кстати, власти Узбекистана достаточно последовательно наказывают и своих сограждан, которые решили поучаствовать в войне России против Украины. С 2022 года в стране вынесли сотни приговоров по статье о наемничестве. Агрессор бил по Украине и ночью, и утром. В результате налета дронов возник пожар под Киевом, в Броварах. В Запорожье поврежден торговый центр «Эпицентр». В результате баллистического удара полностью остановил работу один из крупнейших металлургических комбинатов страны – «Запорожсталь». Об этом говорится в заявлении пресс-службы предприятия. В результате атаки погибли 7 сотрудников, 21 пострадал. А Bloomberg обратил внимание на смену формата сводок Генштаба ВСУ. Тут более
больше не раскрывают, сколько ракет Россия запускает во время воздушных атак. Последний раз воздушные силы Украины сообщали число сбитых ракет 1 августа, а с 9 августа перестали указывать и общее количество запусков. Украине остро не хватает ракет-перехватчиков. В большей степени из-за этого в июле ПВО перехватило только 29 из 195 российских баллистических ракет. Еще 40 не достигли целей. «Я уеду жить в Лондон» поется в известной песне, но вот хотят ли сами англосаксы видеть у себя гостей из России? Ответ есть у социологов из компании YouGov, и ответ для россиян не очень. Оказалось, что 58% британцев хотят видеть меньше мигрантов из РФ или вообще не пускать их в страну. Поэтому показатель у России оказалось на первом месте. Следом идут Пакистан, Нигерия и Израиль. А если брать самые жесткие ответ «не пускать вообще», россияне снова лидируют. Так считает 34% опрошенных. Так что мечта о Лондоне для многих теперь упирается не только в визы и цены. И в продолжении темы исхода россиян в Европу телеграм-канал «База» поделился шокирующей новостью. Оказалось, российские миллионеры нашли интересный лайфхак, как сэкономить на золотой визе в стране Гомера и Одиссея. По утверждению издания, им известны случаи, когда один богач из России покупает недвижимость, а второй вступает с ним в фиктивный однополый союз, и дальше оба оформляют греческий вид на жительство. Таким образом, вместо 500 000 евро такая пара платит вдвое меньше. Вот такие они, духовные скрепы. Нет, это не трейлер нового фильма о приключениях безумного Макса. Недавно высокопоставленные чиновники России отчитались о восстановлении контроля над сухопутным коридором в аннексированный Крым, мол, движение по захваченным территориям Украины снова стало безопасным. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. Путину можно навешать любой лапши, ведь он интернетом пользоваться не умеет. А вот мы с вами можем подивиться на свежие кадры из этого «безопасного» в кавычках места. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся утром.